Ты не учитель, не воспитатель, не педагог с горящими глазами и мечтой изменить мир через физкультуру. Ты физрук, и это, брат, совсем другая история. Никто не мечтал стать физруком в детстве. Вообще никто. Летчик мечтал, космонавт мечтал. Даже стоматолог где-то в глубине души мечтал сверлить людям зубы и называть это призванием. Ты – нет. Просто однажды жизнь сделала финт ушами, и ты оказался в спортзале с советским свистком на шее, в адидасовских штанах с пузырями на коленях, перед классом девятиклассников, которым на тебя абсолютно и окончательно наплевать. Добро пожаловать в профессию. Но подожди, есть кое-что, что ты узнаешь про себя через несколько минут. Что-то, что меняет весь расклад. Потому что физрук – это не должность, это судьба. И не самая плохая из возможных. Об этом чуть позже. Итак, ты Фома, Олег Евгеньевич Фомин. Бывший охранник, бывший правая рука серьезного человека, бывший человек из 90-х. То есть из эпохи, когда вопросы решались быстро, эффективно и без бюрократических согласований. Понятия есть, связи были, уважение на районе присутствовало в полном объеме, кожаная куртка всегда. А потом шеф посмотрел на тебя долгим взглядом и сказал: «Фома, ты устарел, устарел. Как кассетный магнитофон, как телефонный справочник, как понятие «мужик должен отвечать за слова», то есть как что-то, что всем понятно, но никто уже не использует». Тебя выкинули в 2014 год с полным комплектом навыков из 1994-го. Умеешь молчать в нужный момент, бить в правильное место и держать слово. Отличный набор. Для рынка труда абсолютно бесполезный. Ты стоишь посреди Москвы в кожаной куртке и думаешь: ну и что теперь? И ты придумал план. Гениальный, кристально чистый, совершенно идиотский план. Внедриться в школу, где учится сын шефа, втереться в доверие, выйти на него через ребенка и вернуть свое место. Как оперативник под прикрытием. Джеймс Бонд районного масштаба. Только прикрытие – физрук. Потому что вакансия была открыта, документы кое-как сошлись, и директор школы смотрел на тебя с таким выражением лица, будто ты последний кандидат на земле. Что, в общем-то, недалеко от истины. Ты заходишь в спортзал школы номер 775, класс смотрит на тебя. Ты смотришь на класс. Пауза. Долгая. Театральная. И тут ты понимаешь, план накрылся медным тазом уже в первую секунду. Потому что эти дети, они из другого мира. Буквально с другой планеты. Планеты Z, где все решают лайки, сторис, рилсы и что-то под названием вайб. А не кулак, ни слова, и уж точно не авторитет человека в кожаной куртке. Один смотрит в телефон, второй смотрит в телефон, третий тоже в телефон, но делает вид, что смотрит на тебя. Различие тонкое, но ты его улавливаешь. Все-таки 90-е – хорошая школа наблюдательности. Как бандит из 90-х выживает среди детей 2000-х? Вот вопрос. Хороший вопрос. Ответ через несколько минут. А пока давай про утро физрука, потому что утро все объясняет про человека. 6 утра. Ты просыпаешься раньше всех в доме. Не потому что жаворонок, не потому что осознанность и утренние ритуалы, а потому что 90-е воспитали в тебе рефлекс. Кто не встал первым, тот уже проиграл. Зарядка. Отжимания 40 раз. Пресс 60. Все это без фитнес-браслета, без протеинового шейка, без мотивирующего плейлиста в наушниках, где какой-то американец кричит тебе, что ты можешь все. Просто ты и пол. Старое знакомое. Завтрак. Яичница. 4 яйца, масло, хлеб. Никакого авокадо, никаких суперфудов, никакого смузи из шпината и банана, который стоит как бизнес-ланч и выглядит как газонокосилка переработала. Ты даже не знаешь, что такое суперфуд. И это, возможно, единственное твое реальное преимущество перед нынешним поколением. Ты не тратишь утро на принятие решения, что съесть. Ты просто ешь. Дорога в школу. Ты идешь пешком. Не потому что экология и углеродный след, а потому что машину продал еще в прошлом году, а на метро принципиально. На углу стоит псих. Твой друг с детства, компаньон по всем историям, которые лучше не рассказывать вслух. Человек с именем, которое исчерпывающе и точно описывает его психологический портрет, карьерные перспективы и отношение к жизни. Псих пьет пиво в 7 утра, из горла, и считает это абсолютно нормальным стартом дня. Смотрит на тебя с прищуром. Куда собрался? В школу. Псих молчит секунду. Потом: «Ты серьезно? Ты серьезно?» На его фоне ты выглядишь прямо-таки образцом педагогического призвания. Все в этом мире относительно.
Школа. Железная дверь с домофоном, который не работает уже 3 года. Провод торчит как флаг капитуляции системы образования перед реальностью. Вахтерша Валентина Семеновна. Страж врат. Цербер в халате. Женщина, которая видит насквозь. Она смотрит на тебя каждое утро с одним и тем же выражением лица, как на человека, которого она уже занесла в какой-то внутренний список. Правильно смотрит, между прочим. Коридор. Запах. Специфический такой, ни с чем не перепутаешь. Школьная столовая. Мел, старая краска, чьи-то кеды и что-то еще. Детство. Твое собственное. Ты его не ждал, а оно вот, прямо в нос. Без предупреждения. Запомни этот момент. Мы к нему вернемся в конце. Учительская. Здесь обитают твои коллеги. Изучай внимательно, потому что это твой новый мир, и он ничуть не менее странный, чем тот, из которого ты пришел. Татьяна Александровна. Литература. Романтик с потухшими глазами. Когда-то она верила, что Достоевский способен изменить девятиклассника. Лет 15 назад. Сейчас она просто дочитывает программу и ждет пенсии с тихим достоинством человека, пережившего все. Химик Плюхин. Лев Романович. Человек, который, кажется, случайно зашел не в ту дверь лет 20 назад. Сел за стол, и как-то так получилось, что он теперь здесь работает. Выглядит так, будто постоянно что-то вспоминает, и никак не может вспомнить, что именно. Биологичка смотрит на всех без исключения, как на препараты, с профессиональным интересом и полным отсутствием сантиментов. И ты, физрук, в кожаной куртке. Среди этих людей ты выглядишь как терминатор, которого случайно занесло на педагогический совет. Терминатор сидит, пьет чай из кружки с надписью «Лучший учитель» и думает, что это вообще было? Что, впрочем, недалеко от правды. Первый урок. 9 А. Это не класс, это испытание. Полоса препятствий с людьми вместо бревен. Они сидят на скамейках вдоль стены с видом людей, которых грубо и несправедливо оторвали от чего-то очень важного. Все в телефонах. Это не метафора, это буквально. 30 человек, 30 экранов. Ты заходишь, никто не поднимает головы. Ты кашляешь, 0 реакции. Ты берешь свисток, свистишь. 1 раз, коротко, резко. Тишина. Полная. Все смотрят. Не потому, что уважают. Нет, конечно. А потому, что неожиданно. Они привыкли, что взрослые либо кричат, либо умоляют. Ты сделал ни то, ни другое. Просто. Свисток. И пауза. Долгая, намеренная, спокойная пауза человека, которому некуда торопиться. Они смотрят на тебя, ты смотришь на них. И ты говоришь первое, что приходит в голову. Не из методички. Методички ты вообще не открывал. Что-то из жизни, что-то настоящее. И вот тут происходит кое-что. Один из них убрал телефон. Сам, без команды. Положил экраном вниз и убрал. Это твоя первая победа. Маленькая, почти незаметная, но настоящая. Запомни ее. Потому что таких побед у тебя будет немного. И все они будут вот такими. Тихими, без фанфар, без благодарности. А теперь давай честно про физкультуру как явление. Про то, чем она была и чем стала. И почему между этим пропасть размером с нормативы ГТО. В СССР физрук был фигурой. Не метафорой, буквально фигурой. Главным человеком в школе сразу после директора. А по реальному влиянию на жизнь учеников так и поспорить можно. У него была власть. Нормативы, разряды, секции, значки готов к труду и обороне. Система. Жесткая, местами абсурдная. Метание гранаты как обязательный предмет. Ну серьезно. Но система. Государство вкладывало в физическую подготовку граждан с той же серьезностью, с которой сейчас вкладывает в... Ну, ни во что с такой серьезностью уже не вкладывает. Потом пришли 90-е и смяли все в один ком. Спортзалы сдали в аренду. Под склады, под магазины, под что угодно. Нормативы отменили. Бюджеты срезали. Физрук из фигуры превратился в нечто среднее между сторожем, аниматором и человеком, которого держат на случай, если кто-то вывихнет ногу и надо будет кому-то это объяснять родителям. Но ты — Фома. Ты из тех времен, когда мужчина умел потянуться 20 раз и не считал это достижением. Это была норма. Минимум. Меньше — стыдно. Ты несешь эту норму в новый мир. Как артефакт, как допотопное оружие, которое почему-то до сих пор работает, как человека из другой эпохи, который вдруг оказался нужным именно сейчас. И сам первый удивлен. Что происходит, когда старые понятия лоб в лоб встречают новый мир? Два варианта. Либо понятия ломаются, либо мир немного выпрямляется. Что выбрал Фома, расскажу. Но сначала урок физры. Живьем, без прикрас и методических рекомендаций.
Построение. Ты командуешь. Равняйсь. Они примерно встают в ряд. Примерно — это мягко сказано. Ни в ногу, ни по росту. Стоят кто как хочет. Один вообще смотрит в другую сторону и, кажется, не понимает, что это относится к нему тоже. Ты мог бы взорваться, накричать. Это было бы привычно и понятно для всех. Но ты смотришь на это построение и узнаешь в нем себя. Свой первый день на новом месте, когда ты тоже стоял криво и думал, зачем это вообще? Ты не взрываешься. Ты говоришь тихо, почти дружески. Переделаем. И все. Они переделывают. Не идеально, но лучше. Это первый признак того, что из тебя может получиться что-то большее, чем охранник в спортивных штанах. Бег. Они бегут. Кто-то быстро, кто-то как будто идет в магазин за хлебом и не очень хочет туда идти. Один девятиклассник трусит с таким видом, будто делает одолжение всему человечеству. Борзый срезает дистанцию, заходит за угол, ждет, выходит с другой стороны. Думает, что незаметно. Ты видишь, молчишь. После урока подходишь к нему один на один, без свидетелей, и говоришь, тихо, не угрожая, просто констатируя факт. Борзый, я видел и запомнил. Все, больше ничего. Борзый смотрит на тебя. Пауза. Разворачивается и уходит. Следующие 3 недели бежит нормально. Полную дистанцию. Без срезаний. Без объяснений работает лучше любых объяснений. Это 90-е в действии. Кратко, доходчиво, без бюрократии. Теперь про вещи, которые происходят между уроками. Потому что физрук — это не только 2 часа в зале. Это весь день в этой школе, среди этих людей, в этом коридоре, с запахом детства, который не отпускает. Перемена. Ты стоишь у подоконника с чаем, растворимый 3 в 1, из пакетика, потому что кофемашина в учительской сломана еще при Плюхине, а Плюхин здесь работает очень давно. Мимо идет Саша Мамаева, дочь Мамая, твоего старого знакомого, бывшего шефа, человека, который тебя уволил и тем самым запустил всю эту цепочку событий, закончившуюся тем, что ты стоишь здесь с растворимым кофе. Саша ранимая, закомплексованная. Ее обижают, тихо, изощренно, так как умеют обижать только школьники, когда никто из взрослых не смотрит. Ты видишь. Ты, человек, который всю жизнь решал вопросы через силу и прямолинейность, вдруг понимаешь, здесь надо иначе. Не кулак слова, не давление, присутствие. Ты встаешь рядом. Просто встаешь. Молча. И те, кто смеялись, перестают. Не потому, что испугались, потому что поняли. Это заметно. Этого хватает. Иногда защита — это просто быть рядом. Не объяснять, не читать лекции, не звонить родителям. Просто быть. Когда именно Фома перестал быть охранником на задании и стал кем-то другим? Момент точный, я его назову, но чуть позже. Педсовет. Тебя вызвал директор. Снова. Уже в 4-й раз за месяц. Ты начинаешь подозревать, что у директора есть отдельный блокнот с твоим именем на обложке. Причина всегда разная. Фомин, вы проводили урок в кожаной куртке. Правда было. Фомин, вы использовали ненормативную лексику в воспитательных целях. Спорный вопрос. Фомин, вы объяснили правила техники безопасности цитатой из 90-х. А что, работает же? Суть одна. Вы нарушаете методические рекомендации. Ты киваешь, молчишь, уходишь. И продолжаешь делать то, что делаешь. Потому что методические рекомендации писали люди, которые либо никогда не стояли перед живым классом с реальными детьми, либо стояли так давно, что уже забыли, как это. Ты знаешь точно, когда у них горят глаза, значит, что-то работает. И однажды они загорелись. При тебе. Это факт, не методика. Факт. Теперь стоп. Маленькая реальность за кадром, потому что она важна. Профессия физрука – одна из самых физически тяжелых и финансово недооцененных в стране. Зарплата учителя физкультуры в государственной школе от 20 до 30 тысяч рублей в месяц. Это не опечатка. 20 тысяч рублей в месяц. За то, чтобы каждый день, 5 дней в неделю, стоять перед 30 живыми людьми и пытаться сделать из них хотя бы что-то похожее на физически функционирующих граждан. Охранник в торговом центре, тот самый, который сидит на стуле у входа и смотрит на покупателей, получает столько же или больше. И при этом не обязан бегать, свистеть и объяснять, почему подтягиваться важно. Вот и все про уважение общества к физическому воспитанию в денежном выражении. Но ты не за деньги. Ты вообще не понимаешь, как так вышло, что ты здесь и почему ты не уходишь. Пришел по плану. План провалился в первый же день, а ты остался. Почему? Вот тут самое интересное. Все
Психологи, умные люди, которые называют простые вещи сложными словами, называют это смена идентичности, когда человек приходит играть одну роль, а через какое-то время обнаруживает, что роль играет его, не он ее, она его. Фома пришел быть агентом под прикрытием. Стал физруком, настоящим, без кавычек. День рождения Вали Вялых. Никто не пришел. Буквально, никто из класса. Он сидит в спортзале один, на скамейке у стены, с небольшим тортом в коробке. Купил себе сам, в кулинарии за углом. Наверное, долго выбирал. Ты заходишь случайно. Забыл свисток, жить без него не можешь. Рефлекс. Видишь его, он видит тебя. Ты мог бы развернуться, сделать вид, что не заметил, взять свисток и уйти. Но ты садишься рядом, молча. Сидишь минуту, потом говоришь негромко. У меня тоже так было. Один раз. Он смотрит на тебя, ждет продолжения. Продолжения нет. Ты не объясняешь, не утешаешь, не даешь советов. Просто сидишь рядом и ешь его торт. Он тоже ест, молча. Этого достаточно. Иногда самое важное – просто не уходить. Без слов, без методических рекомендаций, без педагогических приемов. Просто остаться. Вот этому точно не учат ни в каком педагогическом вузе. Это или есть, или нет. Псих приходит в обед. Как обычно, с беляшами в пакете и взглядом человека, который видел всякое и уже ничему не удивляется. Вы сидите на скамейке в пустом зале, едите молча. Псих смотрит на тебя долго, жует, потом спрашивает. «Фома, ты теперь прям учитель, что ли?» Ты думаешь, жуешь, честно отвечаешь. Сам не понял. Псих кивает. Это для него исчерпывающий ответ. Они оба доедают беляши. Граница между охранником на задании и человеком, которому не наплевать, она не линия. Ее не переступаешь сознательно. Она – момент. Маленький, тихий, почти случайный. Торт в пустом спортзале. Вот этот момент и был тот самый. Как бандит из 90-х выживает среди детей 2000-х. Плохо выживает. Мучительно, смешно, с потерями и ошибками. Иногда катастрофически неловко. Он не знает, что такое ТикТок. Он думает, что мем – это что-то из биологии. Однажды он пытался объяснить технику прыжка в длину через аналогию с побегом из-под стражи. Дети записали видео и выложили в интернет. Набрало 50 тысяч просмотров. Фома об этом не знал еще неделю. Но выживает, потому что у него есть кое-что, чего нет у правильных педагогов с дипломами, портфолио и методическими разработками. Настоящесть. Он не притворяется. Никогда. Ни разу. Не делает вид, что ему не все равно, когда все равно, потому что ему не все равно. Не делает вид, что сильный, когда слабый, потому что он сильный. Дети это чувствуют сразу, раньше и точнее взрослых. Потому что дети еще не разучились смотреть в глаза и видеть правду прямо за ними. А теперь статистика. Небольшая, но такая, от которой становится чуть неловко. Больше 70% школьников в России имеют нарушение осанки. Каждый второй – проблемы со зрением. Каждый третий – избыточный вес. И все это при наличии физкультуры в расписании 3 раза в неделю, при наличии учителей, методичек и стандартов. Что-то здесь не сходится. Либо физкультура не та, либо физруки не те, либо система в целом решает какую-то другую задачу, не ту, которая написана в стандарте. Вот почему Фома – парадокс. Он неправильный физрук, который делает правильные вещи. Случайно, интуитивно, по понятиям, которые оказались нормальными человеческими ценностями в спортивных штанах с пузырями на коленях. Мамай – бывший шеф. Человек, из-за которого все это и началось. Он узнает, что Фома работает в школе, что преподает у его дочери. Реакция непредсказуемая. Долгое молчание. Ты ждешь чего угодно. Злости, угрозы, требования немедленно убраться. Он молчит. Долго. Потом говорит 3 слова. Смотри за ней. Не убирайся, не «я тебя выгоню», не «что ты здесь вообще делаешь», а «смотри за ней». Это новый контракт. Без бумажек, без зарплаты, без трудовой книжки и должностной инструкции. Понятийный. Из тех, которые крепче любого трудового кодекса, потому что их нарушение – это уже вопрос не юридический. Что происходит, когда старые понятия встречают новый мир? В случае Фомы они не ломаются. И мир не выпрямляется.
Происходит третье, неочевидное. Они договариваются. Тихо, медленно, с потерями с обеих сторон. Фома теряет часть брони, ту, которая мешала замечать людей рядом. Мир теряет часть цинизма, ту, которая убеждала, что человек из 90-х в школе — это нонсенс и катастрофа. И где-то посередине — человек, который подтягивается 20 раз и умеет сидеть молча рядом с тем, кому одиноко. Это физрук. Настоящий. Финальный урок года. Конец мая, жара, все думают о лете. Ты стоишь у края площадки. Они бегут. Все. Вялых не быстро. Совсем не быстро. Но бежит. Не идет. Именно бежит. Борзый, по дистанции, полный, без срезаний. Та девочка, которая в сентябре отказывалась участвовать вообще ни в чем, бежит. Ты не говоришь ничего, просто стоишь и смотришь. Со свистком в руке, который так и не поднял к губам. И вот тут закрывается последняя петля. Помнишь тот запах в коридоре в первый день? Детство, которое ты не ждал, а оно пришло. Вот что произошло за этот год. Ты не вернулся в прошлое. Ты нашел его здесь, в этом зале, в этих детях, в этом дурацком свистке. Ты — человек без плана, без методички, без педагогического образования и с сомнительной биографией, ты нашел что-то. Что именно, сам не назовешь. Нет таких слов в твоем словарном запасе. Но оно есть. И это объясняет все. Итог. Уровень. Физрук. Зарплата смешная. Авторитет среди учеников неожиданно высокий. И это самая необъяснимая часть всей истории. Методы. Спорные, местами незаконные с точки зрения методических рекомендаций. Результат есть. 5 советов, на которых тебя отчитывали за год – 8. Кожаных курток, в которых ты провел уроки вопреки дресс-коду – 31. Количество детей, которые стали чуть увереннее в себе – не считал. Никогда не считал. Это не твой стиль – считать такие вещи. Фома не стал правильным учителем. Правильным – нет. Он стал своим. А это редкость в любой профессии, в любое время и в любом спортзале. Свой — это когда ты заходишь в зал, и кто-то убирает телефон. Сам, без команды. Просто потому что интересно, что ты скажешь дальше. Вот и весь секрет. Никакой методики, никакого диплома. Просто быть настоящим. В кожаной куртке, со свистком, с понятиями из 90-х, которые оказались вечными. И последний вопрос без ответа. Специально оставляю его тебе. Фома в итоге стал физруком или все-таки остался Фомой? Я думаю, второе. Но именно поэтому у него получилось. Потому что дети не нуждаются в еще одном правильном взрослом. Их и так полно. Им нужен настоящий. Напиши, что думаешь ты, внизу, в комментариях. Там интересно. В следующий раз другая жизнь, другая роль, другая эпоха. Кем ты хочешь родиться в следующем выпуске? Вариант первый. Ты — советский разведчик. Холодная война, двойная жизнь, и ты никогда не знаешь, кто из коллег уже знает правду о тебе. Вариант второй. Ты — якудза. Япония. Татуировки на все тело. Кодекс чести, который ломается ровно в тот момент, когда ты думал, что держишься. Вариант третий. Ты — советский хоккеист. Суперсерия 72 года. Канада. Чужой лед и весь мир смотрит. Голосуй в комментариях прямо сейчас. Самый популярный — следующий выпуск. Подпишись, нажми колокол. Здесь не читают учебники. Здесь проживают роли. Физрук. Свисток на шее. Вся жизнь впереди.